Всем привет, меня зовут Лира, добро пожаловать в мой мир. Сегодня у нас очередной подкаст. Поговорим с вами о том, каким образом можно и нужно программировать свое подсознание для того, чтобы у вас получалось достигать поставленных целей, реализовывать свои мечты, закрывать какие-то задачи и, в общем-то, делать свою жизнь всяческим образом лучше. Расскажу вам про ключевые моменты. Какие-то из них, возможно, вы ранее уже где-то слышали, может быть, даже на моем канале. Но также расскажу и про некоторые правила, которых, скорее всего, еще не успела рассказать. Мне вообще кажется, я достаточно много нюансов не успела рассказать. Как минимум в одном ролике, к сожалению, всех их уместить, в принципе, невозможно. Да? Поэтому приходится записывать вот такими вот длиннющими кусочками. Но куда, собственно, деваться? Так вот, поговорим о том, каким образом программировать себя на достижение поставленных целей. Но прежде чем мы, опять же, подробно в этом вопросе разберемся, я, как всегда, должна напомнить вам, что цели, которые вы перед собой ставите, очень важно ставить для себя. То есть мы всегда ставим себя на первое место, мы задумываемся о том, что мы хотим получить, а не формируем цели для детей, родителей, мужей, жен и так далее. То есть если вы хотите каким-то образом через свое подсознание, либо через какие-то другие вселенские, скажем так, методы или работу силой мысли с медитациями, повлиять, допустим, на своего мужа, чтобы он стал, я не знаю, богаче, или свою жену, чтобы она тоже стала богаче, или красивее, или похудела, или, не знаю, пополнела. Вот эти вещи делать нельзя. Если в том числе вы хотите помочь человеку, который болеет, опять же, этого лучше не делать. Почему? Потому что когда вы пытаетесь направлять свое внимание на жизнь другого человека, вы тем самым забираете у него волю решать, чего этот человек на самом деле выбрал проживать в своей жизни. Так, если человек болеет, напомню, это прямое доказательство того, что в его подсознании есть определенные процессы саморазрушения. То есть человек на бессознательном уровне хочет этого. Поэтому, когда вы пытаетесь бегать кого-то исцелять, ставить кому-то свечки, слушать аффирмации, работать с подсознанием, своим, его подсознанием, спрашиваете меня про миллион техник, как кому-то помочь, вы делаете на самом деле только хуже. Потому что ни человеку вы таким образом не поможете, ни себе, потому что фокусируетесь на чужой жизни вместо того, чтобы заниматься своей. На такие случаи лучший совет, который я на самом деле могу дать и которому я сама следую, это история про ваше состояние счастья, изобилия, радости от этой жизни, наполненности этой жизнью и, в частности, про состояние новизны. Если вы стараетесь наполнить свою жизнь максимально яркими событиями, если вы сфокусированы на том, чтобы сделать все, чтобы кайфовать от этой жизни, чтобы не просто находиться в своей привычной стабильности, в которой все так активно тянутся, но для того, но вы стремитесь заполнить, опять же, свое пространство и свою жизнь какими-то новыми событиями, новыми впечатлениями, ходите на разного рода курсы, читаете странные книжки разного рода жанров, путешествуете, может быть, знакомитесь с новыми людьми. То есть вы не находитесь в привычном кругу общения, а постоянно его каким-то образом расширяете, тем самым добавляя себе в жизнь красок. И это приводит вас к тому, что ваша энергетика, она становится не то чтобы живой, хотя мне очень хочется подобрать именно это слово, но она, знаете, такая заразительно живая на самом деле. То есть люди, которые наполнены жизнью, а жизнь — это как раз история про разнообразие. Вот эти люди, они так активно излучают вот эту энергию жизни, что рядом, вот в прямом смысле слова, другие способны исцеляться. Просто вот человек рядышком с вами понаходится, и если вы находитесь вот в этом приподнятом настроении, если у вас много планов, если вы много где хотите побывать, много что хотите выучить, и неважно при этом, сколько вам лет, 40, 50, 65, 75, разные люди бывают в разном возрасте, но принцип один и тот же. Если у вас много планов, и причем они, знаете, не такие фоново где-то летают, а если у вас планов много, которые вы намерены реализовать, и если вы стараетесь в каждый свой день добавить какой-то новый элемент, вы опять же заполняете свою жизнь
этими самыми красками, которые делают вашу энергию очень такой вот живительной, если можно так выразиться. И эта энергетика влияет на все то, что окружает вас, в том числе на ваших близких. То есть вы как бы косвенно своим состоянием как бы говорите человеку, что «Эй, смотри, на самом деле жизнь может быть такой». Сначала, конечно, ну, по крайней мере, если вы раньше так не жили, а начинаете жить только сейчас, сначала те люди, которые болеют, страдают, в депрессниках находятся и так далее, глядя на вас, могут пытаться вас вытянуть на свою какую-то вибрацию, на свою частоту, типа начинают вам жаловаться, говорить: ой, да ты не понимаешь, да на самом деле все сложно, на самом деле там проблемы, смотри, какие в мире, я пытался, но не смог. Ну, то есть вот эти вот поверхностные обесценивающие фразки они могут кидать. Но если вы упрямо остаетесь в своей вибрации, в своем стиле жизни, если вы стараетесь, несмотря на то, что другой человек говорит: о боже мой, я умираю, вы стараетесь жить ярко, вы наполняетесь жизнью, второй человек заражается вашей энергетикой. То есть, понимаете, здесь происходит следующий процесс. Если два персонажа или больше находятся рядом, то хотите или не хотите, они должны войти в резонанс, то есть войти в одинаковую вибрацию. Если люди в одинаковую вибрацию не входят, то просто происходит следующее. Либо разрыв, например, если там муж и жена перестали резонировать друг с другом, то есть у них слишком сильно разрозненное стало представление о жизни, о целях, о том, опять же, каким образом нужно и можно себя вести, какие там планы строить вообще их или нет. Вот если разница между партнерами стала очень существенная, то чаще всего происходит, разрыв в отношениях в плане, если мы говорим только про какой-то развод, да, но если смотреть вот, скажем так, в глубину, просто ваши ценности становятся настолько разными, что вы буквально начинаете разговаривать на другом языке, что приводит к тому, что теряется понимание и осознание, зачем мы, в общем-то, идем как бы вместе по одной дороге. В общем, я веду это к тому, что когда мы говорим про какой-то резонанс, то происходит следующая история. Либо вы выравниваете общий какой-то резонанс, то есть два человека начинают вибрировать с одной частотой. То есть кто-то так или иначе, но начинает становиться в этой истории главным. Да? То есть, например, если человек упрямо продолжает быть позитивным, упрямо наполняет свою жизнь какими-то красками, то другой человек, который на начале пытался, знаете, это вот обернуть, как вампиры какие-то, позитивного человека в свою религию, которая говорит: о боже мой, жизнь такая сложная, невероятная, болезненная, там плохая, та-та-та. Если он со временем понимает, что не получается, то он фоново, сам того не понимая, он начинает постепенно переключаться на позитивную вибрацию. Я это веду к тому, что если вы хотите помочь своим близким вырасти, если вы хотите помочь им выздороветь, если вот опять же кто-то болеет, на путь истины какой-то там наставить и так далее, лучшее, что вы можете сделать, фокусируясь на себе, наполнять свою жизнь максимально какими-то классными событиями, яркими событиями, а не сидеть и просто поддакивать и говорить о том: о боже мой, даже действительно такая сложная. То есть замалчиваться, поддакивать, жалеть. Вот этой истории не надо, потому что если вы начинаете активно жалеть других людей, вы просто, скажем так, включаетесь в их резонанс и тем самым оставляете их вот в том мирке ужасном, в котором они находятся. И, конечно же, так люди, собственно, не то что там выздороветь не смогут, но и чаще всего просто таким образом и гаснут. Или начинают вас очень жестко вампирить. Знаете, на самом деле тема данного подкаста немножко о другом, а тут я вдруг что-то вернулась к теме исцеления. Но на самом деле это достаточно актуальная тема для многих, и я думаю, было сказано не зря. Ну окей, цели ставим для себя. Я думаю, здесь как бы уже понятно. Нет, наверное, еще должна сказать пару моментов. Опять же, так как это подкаст, его может быть долгим, скажу много. Могу себе позволить, что называется. Кому надо, дослушает, кому не надо, не дослушает. Смотрите, очень часто мы делаем следующую историю, такую проворачиваем, скажем так, очень хитренькую. Мы мечтаем о том, чтобы притянуть к себе каких-то людей, для того, чтобы как бы эти люди дали нам то, что нам на самом деле нужно. Если вы формируете желание таким образом,
это приведет вас к тому, что вы попадете в определенный капкан. То есть у вас не получится получить то, что вы хотите, потому что человек, которого вы притягиваете, это отдельная личность, у него там или у нее свои планы, свои желания. И чаще всего, если вы таким образом относитесь к людям, то есть как бы за счет них хотите получить то, что на самом деле вас интересует, а себе честно в этом не признаетесь, другой человек, у которого есть то, что вы хотите получить, находится в большинстве своем на более высокой вибрации, на абсолютно другой частоте, и с вами, соответственно, он даже если и притянется, он не будет находиться долгое время, он или она. От чего у вас ваши желания будут реализовываться максимально косо-криво и очень дорого будут вам стоить в плане какой-то эмоциональной отдачи как минимум. О чем я говорю? Там небольшой пример. Если, например, вы женщина, вы хотите притянуть себе там какого-то богатого мужчину, чтобы как бы этот богатый мужчина дал вам много денег, купил вам все ваши там туфли, сумки, отвез вас на все курорты мира и так далее. И вы хотите на самом деле не мужчину, вы хотите курорты, сумки, туфли и деньги, то цель нужно ставить на деньги, на то, чтобы самореализоваться и деньги заработать, и купить себе все вот эти туфли, сумки, платьички, побывать в тех странах, в которых вы хотите и так далее. Когда вы ставите цели таким образом, они максимально экологичны, и они идут непосредственно к вам. Знаете, вот максимально прямая дорога пространством для вас вырисовывается, чтобы вы могли получить желаемое. Когда же вы отказываетесь, забыла добавить здесь факт того, что вот эта прямая дорога, она как раз связана с тем, что вы двигаетесь новизну. То есть вы идете в сторону, где есть сумки, и с той стороны, где их нет. Вы идете в сторону, где есть деньги, и с той стороны, где их, собственно, этих денег нет. То есть как бы ваша задача в момент, когда вы для себя формируете цели, переплыть от одного берега к другому берегу. И если вы не боитесь вот предыдущий берег, скажем так, потерять, да, а непосредственно идете вперед, то вы переплываете совершенно, скажем так, в другое место, где это место наполнено совершенно другими элементами. А пока вы переплываете, вы становитесь каким-то определенным, специалистом, я не знаю, пловцом очень хорошим. Может быть, не очень понятный пример, я имею в виду, что когда мы действуем в направлении своих целей и не используем для этого каких-то других людей, такую себе прокладку, знаете, между вашими желаниями и вами, которая чаще всего связана с тем, что вы не хотите идти по той дороге, которую вам дает пространство, вы хотите, чтобы вас по ней несли. Вот когда вы исходите из этого, это называется вот максимальный эгоизм. И это всегда приводит к тому, что человек, который в вашем представлении должен вас нести, в конце пути, а может даже в середине, попросит вас, или даже не попросит, а начнет от вас требовать слишком высокую плату. У всех она разная, но так или иначе, по закону равноценного обмена, о котором я часто разговаривала на своем канале, говорила, знаете вы об этом или не знаете, даже тот партнер, который к вам притягивается, если вы нарушаете закон равноценного обмена, он все равно спросит свою цену. И окажется, что цена намного дороже, потому что когда мы предпочитаем получить, скажем так, чужой ресурс, это всегда намного дороже, чем когда вы пойдете и сделаете это сами. Я думаю, здесь понятно. Хотя на сознательном уровне мало кто это понимает, на самом деле. Всем кажется, что это нормально, просто, я не знаю, ничего в своей жизни не меняет, требовать, чтобы жизнь поменялась, в частности, чтобы вас в эту новую жизнь отнес какой-то другой человек. Короче, так делать не надо, если говорить коротко. После того, как вы определили, что вы по-настоящему хотите, в первую очередь, если мы подключаем какую бы то ни было визуализацию, какие-то практики или что-то подобного рода, важно запомнить следующее правило. Вот я его в свое время обнаружила, и оно для меня супер работает, если мы говорим про то, каким образом там желание притягивать, реализовывать и так далее. Мы всегда везде берем с собой себя. Да, вот многие люди, которые насмотрятся каких-то видеороликов там про визуализацию, про разного рода техники, сталкивались с информацией о том, что для того, чтобы что-то притянуть, нужно войти в особое состояние там или благодарности, или любви, или позитивных там каких-то радостных эмоций, там счастья какого-то, и вы начинаете вот это все представлять. Так вот, в чем прикол? На самом деле, если это не ваше стандартное состояние, то есть если это не ваше вот это фоновое состояние, в котором вы находитесь с людьми, без людей, когда просыпаетесь в середине дня, когда что-то происходит, либо когда что-то не происходит, то, скорее всего, та картинка, которую вы себе представили и напитали вот этой вот информацией, будет для вас реализовываться, если вообще реализуется,
очень-очень долго. А когда реализуется, она вас еще и, скорее всего, разочарует, потому что сбудется она совсем не так, как вы себе это представили. И будет, скорее всего, даже какая-то обратная история про некий такой откат, о которых часто, опять же, в каком-то контенте говорят. Ну, по крайней мере, на Ютубе я эту информацию встречала. Почему это происходит? Потому что когда вы заряжаете разного рода образы очень яркими какими-то эмоциями, ваше бессознательное начинает этих образов бояться. И тем самым, так как ему страшно, что вы начнете испытывать что-то себе непривычное, а значит, вам придется выйти из зоны комфорта, а значит, вы не будете находиться в какой-то среде, которую можно понять, в которой вы можете спрогнозировать ваше ближайшее будущее, в которой, одним словом, вы не будете чувствовать себя в безопасности, потому что безопасность для нашего подсознания — это история про «я знаю, как себя здесь вести», «я знаю, чего ожидать от того окружения, в котором я, собственно, нахожусь». Поэтому очень часто люди застряют на вот этих вот в каких-то уровнях, где пускай они бегают как белки, но зато чувствуют себя как-то стабильно, потому что там все просто и понятно. Так вот, если вы фокусируетесь на каких-то супер ярких ощущениях, ваше бессознательное, повторюсь, может этого бояться, поэтому я лично считаю, да, это мои техники, это мое правило, что намного лучше, если мы говорим про визуализацию, отталкиваться не от того, что у вас будет приступ счастливой истерики, когда вы получите там свою машину, деньги, кредит там какой-то закроете или попадете в ту страну, в которой вы хотели находиться, или встретите там нужного человека для семьи или еще что-то такого плана. А когда вы опираетесь на свое стандартное ощущение себя, это не просто состояние какой-то глубокой печали, если вы вдруг, допустим, в ней находитесь, если сейчас ваша жизнь вам не нравится. Но попробуйте сфокусироваться непосредственно на своем теле и на своем сознании. Просто почувствовать вот себя собой. Я на самом деле затрудняюсь правильно подобрать слова, но я думаю, вы поймете. У каждого из нас есть вот самоощущение. Это что-то, что идет в основе, первично перед эмоциями, если можно даже так сказать. То есть попробуйте прям визуально сделать такое небольшое упражнение, сидя там на кровати, я не знаю, лежа в каком угодно состоянии, положении, где бы вы ни находились, хоть в метро едете в этот момент. Или в самолете летите. Представьте, что вот те эмоции, которые вы в этот момент испытываете, вы себя как бы снимаете и ложите сбоку. Ну вот просто там вы чувствуете какую-то грусть, вот сняли из себя грусть, вот прям как шкурку такую, знаете, если бы вы капустой были. Сняли из себя грусть, поставили рядышком, вот она там какого-то зеленого цвета. Там у кого-то радость какая-то, сняли из себя радость, поставили сбоку. Потом чувствуете какой-то страх, сняли из себя страх, тоже поставили сбоку. Тревожность сняли, поставили себя сбоку. Вот так снимаем с себя все эмоции, пока вы не почувствуете определенное такое ощущение, я бы даже так сказала, своего тела физического, что ли, вот в полной мере. У вас будет ощущение легкости, и у вас будет такое вот ощущение самого себя, каким бы оно там ни было. Просто, опять же, затрудняюсь подобрать слова, потому что я даже описать саму себя не могу, ибо слов подходящих не могу найти. Но, тем не менее, у вас есть определенная такая частота, это или что? Вот то, как вы смотрите на мир. Вот ваша душа, будем так это называть, да? Вот ваша душа смотрит на этот мир, и ваша задача почувствовать, собственно, эту душу, почувствовать собственное тело и собственное базовое состояние вне эмоций, которые вы, собственно, поснимали. Честно, скорее всего, это состояние будет такое, где-то оно похоже на любопытство, оно не наполнено какими-то эмоциями, оно максимально такое простое, где-то даже частично похоже на то, что мы чувствовали в детстве, если детство у вас было плюс-минус нормальное, там в возрасте 4 лет. То есть это какая-то, знаете, такая непосредственно связанная с любопытством, с каким-то доверием к миру и вот что-то вот такого плана. Так вот, вы берете это состояние, вы его находите, вы его чувствуете, вы смотрите на свои руки, на свои ноги, вы их чувствуете вес, чувствуете их плотность вот всего своего тела. И вы себе проговариваете. Вот так я себя буду чувствовать, когда мое желание вот такое-то, такое-то, такое-то реализуется. То есть вот так вот я себя буду чувствовать, когда я буду находиться там вот в той стране, в которой я хотела бы побывать. Вот так я себя буду чувствовать. Показывайте прям самому себе, своему подсознанию, фокусируясь на
на своем теле и на вот этом ощущении. Вот так я себя буду чувствовать, когда я буду там женат или замужем, или когда у меня появится ребенок, или когда у меня там все кредиты будут закрыты и будет денег столько, чтобы я мог там, я не знаю, купить или все, что себе пожелаю, да. Показываем своему бессознательному через эту фразу вот это ваше фоновое, базовое, основное состояние, в котором вы находитесь. Если вы говорите о том, что, боже мой, я не хочу, ну, скажем так, чтобы через 2 года, если там ко мне притянутся какие-то миллионы или еще что-то такого плана, я не хочу чувствовать то, что я чувствую сейчас, друзья, вы говорите про эмоции, ваша задача эти эмоции с себя снять. Потому что если вы не хотите, чтобы то, что вы чувствуете сейчас, было через там 2 года, через 2 месяца, через 2 часа, это история про то, что вами сейчас движет какое-то негативное ощущение. Поэтому я и говорю о том, что сначала мы все эти ощущения должны прям визуально представить, что мы их с себя снимаем, и остается просто тело. Просто тело и просто такое состояние, ну, не то чтобы радости какой-то, но детской такой вот непосредственности, реально. Вот когда вы в детстве находились там в возрасте в среднем 4-5 лет, когда вы еще не знали, что жизнь, она вот такая вот относительно сложная, вот это то самое чувство, самое классное чувство, на которое проще всего притягивать вообще разного рода какие-то вещи, состояния, встречи, отношения, ну, о которых вы, собственно, мечтали. Оно для вас желанное, оно для вас безопасное, оно для вас понятное. И самое забавное, что оно не наполнено чрезмерными какими-то эмоциями, хорошими или плохими. Вот, поэтому мы запоминаем это ощущение и напоминаем себе, что в какой бы ситуации жизненной вы ни оказались, вы будете чувствовать себя вот так. То есть ничего особенного, если у вас появится машина, с вами не произойдет. Или у вас появится квартира, или у вас появится там муж, или у вас там еще что-то появится, или, я не знаю, вот самые фантастические свои мечты себе в голову возьмите, и вы себе прям проговариваете, ну ничего особенного не произойдет, ну вот я буду чувствовать себя вот так. И постарайтесь в течение жизни, вот с последующей, да, не когда желание сбудется, а сейчас, вот когда вы обнаружите это ощущение, постарайтесь возвращаться как можно чаще к этому ощущению, напоминать себе, что вот я на самом деле такой, мое тело, моя душа, мое сознание, оно вот такое, вот так вот я себя ощущаю вне эмоций, которых я нагребаю в течение дня целую кучу, под влиянием, ну, скажем так, событий, которые со мной происходят, автоматически реагируя на все, что, опять же, со мной происходит. Да. Когда мы сознательно возвращаемся вот в это состояние, оно такое спокойное, оно очень интересно, оно прикольно, я бы даже так сказала, мы тем самым приближаем себя ко всем тем желаниям, которые мы закрепили к этому чувству. И тем самым ваша жизнь со временем начинает все больше наполняться теми элементами, которые вы себе вообразили в голове, но, кроме прочего, у вас начинает вот это состояние, о котором я говорила, вы начинаете его испытывать большую часть своего времени, что подразумевает, что большую часть своего времени вы выбираете реагировать на события, а не реагируете на них автоматически. Тем самым вы становитесь более осознанными, у вас появляется право выбора, вы внутренне просто начинаете его чувствовать, поэтому я говорю появляется, потому что многие на самом деле не знают, что у них есть право выбора. У вас появляется право выбора проживать или не проживать те или иные события. То есть вы начинаете, когда ваш мозг привыкает к этому состоянию, когда он вот замечает вообще, вы начинаете стремиться к тому, чтобы большую часть времени находиться в нем, потому что оно супер спокойное, оно супер ресурсное, оно доставляет вам вот очень высокий уровень комфорта, при том, что это состояние не заряжено какой-то напряженной радостью, знаете, которую мы испытываем, когда вот вам больно, сложно, вы в таких каких-то негативных переживаниях находитесь, например, регулярной тревожности, и вдруг наконец-то вам на секундочку становится хорошо. И вот это вот хорошо, оно становится слишком, где-то даже отравляющим, я бы сказала, слишком объемным, и люди в какой-то момент, когда с ними начинает происходить что-то хорошее, хотя вы банально к этому не привыкли, вы пытаетесь от этого хорошего избавиться. К сожалению, у нас вот так вот мозг работает. В общем, я думаю, здесь понятно. Это первый пункт. Я всегда беру с собой себя. Вот обнаружьте себя настоящими, такими, какими вы есть по своей природе, почувствуйте, увидите это. И попробуйте просто вот этого себя настоящего погружать в те или иные ситуации, когда для вас реализовалось то, что вы хотите, чтобы в вашей жизни появилось. То есть мы себе представляем, что у нас есть, например, там машина, отношения или еще что-то, и просто говорим себе, вот я в этой ситуации чувствую себя вот так. И подключаем туда вот это вот базовое состояние.
Дальше, немножко больше по поводу визуализации. Смотрите, есть несколько точек зрения по поводу того, стоит ли сильно много деталей включать в визуализацию или не стоит. Я хочу сказать вам следующее. На самом деле есть два пути. Вы можете отталкиваться исключительно от состояния, которое вы хотите испытать, и тогда вы не представляете себе визуально какую-то картинку, по крайней мере, не придираетесь к ней там точно, но просто себе проговаривать. Вот я хотел бы там, например, испытать чувство полета. Или я бы хотел или хотела, да, испытать ощущение, когда меня регулярно обнимают, когда я просыпаюсь там с каким-то человеком, ну, с мужем или с женой, да. Или я бы хотела испытать ощущение, когда я еду там на каком-то роскошном корабле, куда-то там дрейфую среди океана, смотрю на птички, на закаты, рассветы и вот это вот все. Да, вы можете просто проговорить это, а можете использовать вторую историю, это как раз про точность. Когда вы хотите конкретно машину, когда вы хотите вот конкретно какую-то машину, или конкретно какого-то человека, или еще что-то конкретно, или конкретно, может быть, страну, вот эти вот все вещи. То есть и то правильно. Вы выбираете тот путь, который вам, ну, собственно, больше нравится. Единственное, когда мы говорим про конкретику, важно понимать следующий момент. Когда мы прям очень сильно придираемся к деталям, важно понимать, что пока мы придем, собственно, к этому времени, где для нас то или иное реализовалось, мир может поменяться. И то, что сейчас для вас является супер вообще желанным, через время может стать уже не особо актуальным. То есть вы, например, хотите там последний какой-то Мерседес на, ну, я не знаю, последний в 2023 году, да, ну, выпущенный, я имею в виду, он для вас реализуется в 2025, и он уже будет не такой новый, да, есть как бы модель получше. А если вы сфокусировались именно на 2023, то для вас, скорее всего, вот реализуется та модель, которую вы в 2023 себе как картинки регулярно показывали. Ну, вот это вот из минусов. Ну, хотя на самом деле, господи, на самом деле, знаете, это вот история про мою машину. Вот я себе, когда машину покупала, у меня как раз была вот такая вот, опять же, такая история, извините за 3 раза слово «история». Впервые я ее увидела, не знаю, там, в 2015 году, где-то в это время. Я такая: о, боже мой, какой классный автомобиль, хочу себе такой же, вот чуть ли не такого же цвета. В итоге я эту машину покупаю в этом году. Понятное дело, что она уже устарела. Ну, то есть, как бы, банально просто машину там 22-23 года я пока себе позволить не могу. Но вот та, которую я хотела вот в то время, да, почему нет, и сейчас я на ней езжу, собственно. Ну, по крайней мере, пытаюсь ездить. То есть может произойти вот такая вот история, если вы прям сильно цепляетесь к деталям. Но даже в этом случае это все, ну, несущественно. Короче, как бы там ни было, что я хочу сказать. Когда вы начинаете фокусироваться над какими-то своими желаниями, старайтесь свое внимание направлять не на отдельный какой-то кадр. Вот тут, возможно, фанаты Зеланда сейчас со мной не согласятся. Опять же, делайте, что хотите. То, что делаю я. Старайтесь вот этот кадр максимально вписать в свою повседневную жизнь и наполнить его реалистичными элементами, связанными с вашим поведением, с вашим ощущением, с вашим настроением, с какими-то, ну, я не знаю, вот привычными вообще рефлекторными процессами, в которых вы живете, которых, может быть, кто-то из вас даже не замечает. Но ваша задача наполнить вот эту картинку вот этими, ну, скажем так, вот этими моментами. Я это называю заземлить ваше желание. То есть, чтобы оно вот этого с 7-го неба, на котором находится, где, если оно для вас реализуется, ваша жизнь просто становится прекрасной. Ваша задача наполнить это желание грузиками, чтобы оно к вам, спустилось пониже. Для этого мы делаем что? Если вы, например, хотите какую-то машину, ваша задача максимально много дать себе информации и, ну, визуально в себе все это представить по поводу всех тех процессов, которые будут связаны с машиной. Например, вы себе представляете, как вы утром берете, там, не знаю, чашку кофе, если вы пьете ее в машине или собираетесь пить, делаете себе кофе, берете ключи, обуваете или разуваете их там правильно, кроссовки, открываете дверь, подходите к машине, может, там надо ее протереть, там пыльна какая-то на лобовом стекле, нажимаете на эти ключики, у вас дверь открывается, потом вам машину
машину надо прогреть, вы вставляете ключ в замок, вы ждете, пока машина там прогреется, например, если вы зима или если вы там в тяжелом климате, в зимнем климате каком-то находитесь, холодном точнее, прогреваете машину, потом вам нужно будет, соответственно, поехать на заправку, может быть, заправить эту машину, еще техосмотр, а потом еще страховку. Вот прям представьте, что вы открываете этот воротчок, там у вас лежит страховка на машину, вам за эту страховку нужно заплатить, вы такие достаете телефон, начинаете платить за эту страховку, там в онлайне, например, да, едете на заправку, вы едете в дороге, кто-то там, может быть, вам пипикает, или вы просто находитесь в каком-то активном потоке среди машин, и машины мимо вас проезжают. То есть дайте себе максимально много вот этих реалистичных деталей, с которыми вы столкнетесь, когда ваше желание для вас реализуется. Мы тем самым как бы вплетаем желание в повседневную свою реальность и наполняем его теми чувствами, с которыми вы уже знакомы. Потому что даже если, например, нет у вас машины, вы в целом, если вы когда-то ездили на автобусе, на такси, с другом в какой-то машине или где бы то ни было, вы знаете, что за элементы, о которых я говорю, что это такое, каково это там стоять в пробке, каково это там, я не знаю, заправлять бак, сколько это может стоить денег и прочие какие-то вещи. Возьмите, сфокусируйтесь на этом. Когда вы фокусируетесь на всех этих деталях, ваше желание вдруг становится для вас не чем-то с седьмого неба, недоступным, странным, а чем-то, что наполнено эмоциями, которые для вас знакомы. Тем самым оно становится для вас реалистичным. Это превращается в определенную задачу, в какой-то план. И в частности, в знакомые эмоции, которые очень желанны для вашего подсознания, потому что все, что ему знакомо, является для него безопасным. Даже если это какие-то чувства, связанные с тем, что, надо в очередной раз заправлять бак. Или надо отвезти машину на техосмотр. То же самое мы делаем, например, если мы говорим про отношения. То есть мы не просто представляем, что вот в вашей жизни появился мужчина, и все, ваша жизнь просто начала в розовых цветах вся сиять и так далее. Вы себе представляете, что вот вы, например, спите, ваш муж, ну если там вы девочка, да, вы себе мужа представляете, или там жена, я не знаю, кто угодно. Ваш муж, например, там перевернулся, может быть, вас там, как-то случайно задел, вы такая раз и проснулись, может быть, он там немножко храпит, а может быть, как бы он позже спать ложится, чем вы, и, соответственно, когда вы засыпаете, он такой сидит, еще книжку читает, и свет там какой-то забыл включить. Представьте, что вот вы сидите на кровати, он в это время в туалет пошел, вы слышите, как бачок просто сливается, там, когда человек куда-то ходит. Или, например, что, опять же, вы лежите на кровати, а кто-то там у вас ходит по комнате, по комнате, может быть, там в кухню пошел, чайник включил, телевизор выключил. Вот эти вот реалистичные какие-то моменты добавьте. Представьте, что вот вы ходите по торговому центру, вы говорите: я хочу, чтобы ты мне купил там платьечко. Он говорит: у тебя и так уже 1000 платьев, куда тебе еще плюс одно? Он такой: пожалуйста, я хочу вот это платье. И вы ему вот это. А он: ладно, пошли, купим тебе и сапоги, и платье, вот это все. Вы пошли это все мерить. Он там сидит, он такой: думаю, господи, когда это все закончится? Вы это наблюдаете. То есть, понимаете, вот о чем я говорю? Добавьте реальности, добавьте живых эмоций, уберите вот эту вот какую-то супер-фэнтези картинку того, как все будет здорово, замечательно, потому что если фокусируетесь исключительно на здорово, замечательно, ваше подсознание, этого боится, оно этого не понимает, потому что подобного рода картинки — это вот нечто похожее на какие-то недорисованные, или даже не так, не то что недорисованные, а нереалистичные изображения, которые там нейросети могут рисовать. То есть вы просто в этой картинке, при всем том, что да, она у вас вызывает какие-то позитивные эмоции, но вы не чувствуете в ней жизни. А что еще хуже, вы не чувствуете, что в этой картинке вы можете быть собой. Пример вам дам. Вы себе представили такие прекрасные отношения, а теперь вспомните о том, что иногда вы можете пукать, а иногда у вас что-то может застрять в зубах, а иногда у вас может быть насморк, а иногда вы можете где-то реально затупить, вообще понять неправильно человека, от собственного мужа, может быть там, когда вы наоборот на вечеринке какой-то, что-то там происходит, вам кто-то говорит, а вы что-то неправильно поняли и тоже там ступили. Вот вспомните все эти моменты, и они на самом деле в жизни присутствуют. И если вы не добавляете это все в ту картинку, которую вы рисуете, вы не разрешаете себе все это, когда ваше желание для вас реализуется. Потому что это становится чем-то для вас нежеланным, чем-то, что вы пытаетесь там спрятать, стыдиться, что приводит вас к тому, что вы напрягаетесь очень сильно в этих отношениях, во всех вот этих вот моментах, и вы не кайфуете от своего желания, так как по-хорошему должны были бы, если бы просто это стало частью
частью вашей жизни, да. Поэтому мы изначально заземляем все свои желания, убираем с них вот эту вот волшебную розовую пыльцу, и тем самым вы увидите, как ваши желания реализуются для вас намного быстрее. Потому что когда мы понимаем, что же любое желание, оно пропитано определенными сложностями или определенными вот этим вот, не идеальными какими-то процессами, либо нюансами, которые мы не учитываем, когда мы готовы их проживать, тогда Вселенная говорит: о, без проблем, на тебе вот твою красную дорожку, топай по ней. Там, правда, время от времени ты будешь спотыкаться, но как бы путь таков. Зато ты можешь выйти на эту дорогу уже сейчас. Или если ты будешь ждать, пока дорога будет максимально идеальной, подожди, мы пока как бы ищем варианты. И вы будете ждать очень долго. Поэтому очень важно осознанно понимать, что за любым желанием кроется вот эта вот история про нюансы, которых вы не хотите замечать. И чем больше вы будете от них как бы сбегать в сторону и не давать себе возможность их увидеть в собственном желании, тем, повторюсь, дольше ваше желание будет для вас реализовываться. После того, как вы сделали визуализацию, после того, как вы напомнили себе, что конкретно вы будете чувствовать, да, когда вы делаете там какие-то визуализации или практики или еще что-то такого плана, логично предположить, что действовать, соответственно, вы тоже должны, исходя этих желаний. Что я вообще подразумеваю? В нейролингвистическом программировании есть там даже техника такая, называется «что если?». Это история о том, что для того, чтобы расширить свою картину мира, для того, чтобы стать более смелым, более раскрепощенным, или чтобы вообще, скажем так, начать соответствовать собственному желанию, вы задаете себе вопрос: а что если, точнее даже не так, не то чтобы а что если, а как бы я, например, действовал, если бы мое желание уже реализовалось? Сам вопрос на самом деле звучит: а что если мое желание уже реализовалось, и как я, собственно, вот в этом контексте двигаюсь, да? Как я живу, какими элементами, опять же, моя жизнь наполнена, какими привычками и так далее и тому подобное. Вы просто можете перефразировать эту фразу вот так, как вам, собственно, комфортно, но смысл ее заключается в том, что вы как бы начинаете играть роль себя будущего, у которого то, что вы очень сильно хотите получить, уже реализовалось. И тем самым вы расширяете свою картину мира, привычки, свои какие-то повседневные, опять же, выборы. Вы начинаете делать совершенно по-другому. Тем самым ваше желание и запускается в вашу новую реальность, потому что вы начинаете ему соответствовать. Как, опять же, это выглядит? Например, если вы хотите иметь какой-то свой бизнес, там, быть богатым человеком и так далее, да, то вы задаете себе вопрос: окей, если, например, у меня уже есть бизнес, который приносит мне очень много денег, какими процессами моя жизнь заполнена? То есть что я конкретно делаю? И попробуйте, опять же, убрать вот эту вот розовую пыльцу про «я езжу на лимузине», «обедаю в ресторанах» и так далее. И попробуйте увидеть, что кроется за вот этими вот дорогущими какими-то элементами, которые, как вам кажется, есть ключевыми, ради чего вообще стоит затеивать всю вот эту историю. Посмотрите в глубинные процессы. То есть, если человек там звонит кому-то по телефону, кому он звонит по телефону, о чем он там говорит, откуда он взял эти знания, где он эти знания регулярно там подпитывает, либо берет, может быть, он ходит на какие-то курсы, читает какие-то книги, проходит какие-то семинары или еще что-то такого плана. Когда он приходит на работу, когда он с работы уходит, что он там делает в свободное время. Вот увидьте себя будущего, у которого реализовалось то, что вы очень хотите, чтобы для вас реализовалось. И непосредственно начните эти вещи реализовывать уже здесь и сейчас, как если бы вы уже достигли своей цели в будущем, а потом раз, и вас как бы с этого будущего перекинули, например, там на 5 лет назад, заново сюда. У вас все эти навыки, у вас все эти привычки остались. Вам просто нужно здесь и сейчас, так, как будто бы уже все для вас реализовалось, вы уже гарантированно знаете, что у вас получилось в будущем получить то, что вы хотите. У вас все вышло. И у вас остается вот эта уверенность, то есть вы как будто бы там были, вот, а что если бы желание уже исполнилось, да? И вы начинаете, исходя из этого чувства, что все уже готово, действовать в соответствии с тем, как будто бы ваше желание уже реализовалось. Если, например, вы там женщина, вы хотите отношений и прочие какие-то моменты, вот представьте, вы уже замужем, вот все, вы уже замужем за классным человеком, у вас там есть дети и так далее и тому подобное. Задавайте себе вопросы. Вот если бы я была замужем за таким прекрасным человеком, да,
что бы я делала? Какими бы элементами была наполнена моя жизнь? Может быть, ответьте себе на вопрос, через что мне довелось пройти, чтобы встретить этого человека. Вот прям посмотрите в свое будущее, да, если вы, например, там сидите в 4 стенах, но при этом хотите выйти замуж за какого-то классного реализованного человека, который много путешествует, у которого есть классный бизнес и так далее и тому подобное, задайте себе вопрос, где вы, может быть, с этим человеком встретились. То есть не ждите, что он там в качестве сантехника какого-то к вам постучит в дверь, правильно? То есть если мы представляем себе такого-то человека, значит, он где-то находится. Значит, и вы должны находиться в этом же месте. Вот ответьте себе на вопрос, где, вероятнее всего, этот человек находится. Потом постарайтесь понять, что в вашем будущем, для того, чтобы этого человека встретить, вы в этих местах были. То есть у вас получилось туда прийти. И потом, как бы играя роль или повторяя весь тот сценарий по второму кругу, как повторюсь, если бы вас вернули назад в прошлое, да, с будущего, где все для вас уже реализовалось. Вот попробуйте из этой позиции начать проживать ваше теперешнее. То есть, если надо, начните заниматься спортом, если вы чувствуете, что вам нужно как-то привести свое тело в порядок, чтобы быть там увереннее в себе. Или начните ходить там по каким-то, опять же, семинарам, или, может быть, посещать какие-то мероприятия, или выставки, или просто находиться в каких-то других регионах, где находится нужный вам партнер, путешествовать, может быть, изучать что-то новое, не знаю. Вот добавьте в свою жизнь эти элементы, так как если бы вы были уверены, что ваше желание для вас уже гарантированно реализовалось. Вам просто нужно по второму кругу как бы к нему прийти, но оно уже 100% реализовалось. Надеюсь, как бы здесь понятно. И тем самым вы сами не заметите, как вы начинаете жить в соответствии с вашим желанием, и оно для вас максимально быстро реализуется. То есть если богатого человека, который, допустим, я не знаю, там в 2028 году заработал там $1 миллион. Вот и давайте без богатого человека, давайте буду говорить про себя. Вот я, когда 5 лет назад начинала свой YouTube-канал, я эту технику воспроизводила, и, в принципе, и до YouTube-канала делала то же самое, там, когда надо было какие-то другие цели там реализовать. Когда речь шла про новизну, про совсем что-то новое, что меня пугало, где я была там в чем-то не уверена и так далее. Вот я помню вот эти вот первые не то чтобы даже первые разы, когда я видео записывала, первые месяца, когда я записывала видео, может быть, даже первый год, это было очень сложно, очень страшно, очень, куча каких-то эмоций, но я свое сознание непосредственно настраивала на то, что вот в будущем у меня уже что-то получилось, у меня уже есть непосредственно результат, я уже записываю там видео, записываю подкасты, я намного более увереннее, у меня что-то получается, я, в общем, там как бы молодец, все, я уже научилась, у меня уже есть навык, у меня уже там есть какие-то подписчики, у меня уже все есть. И потом я такая вот с 2023 года, я такая хопа, и вернулась там назад в какой-то 2018. То есть как будто бы я сейчас, с 23 года, просто время открутилось назад, не знаю, настройки полетели у Вселенной. И я такая, я уже там была, я уже все знаю, все. Я просто должна ускориться, может быть, повторить, сделать то же самое, просто намного быстрее. Я уже знаю, что у меня получилось. И я просто начинаю в теперешнем времени действовать, можно так выразиться, из позиции будущего, когда вы знаете, что в будущем у вас этот результат уже есть. И вы, соответственно, предпринимаете необходимые шаги через другие усилия. Но если говорить по-другому, усилия, которые вы прикладываете к тому, чтобы делать определенные действия, они не так много отнимают у вас энергии, как, например, если вы начинаете что-то делать без уверенности в том, что у вас это даст какой-то результат, что у вас получится. Вот есть вот эта большая разница. Поэтому мы как бы загружаем себя вот в этот контекст, а что, если бы вот мое желание вот уже исполнилось для меня? Как бы я, собственно, жил, зная, что вот оно для меня 100% уже реализовалось. Как бы я действовал, если бы, например, там, я бы уже стал миллионером, но мой контекст поменялся. В общем, ладно, не буду одно и то же повторять много раз. Я думаю, здесь как бы понятно. Попробуйте учитывать вот эти 3 элемента, помимо того, как выбирать для себя цели, для того, чтобы притягивать в свою жизнь то, что вам, собственно, хотелось бы в ней видеть. Если немножко подытожить, первое, помните, что вы всегда берете с собой себя, да, поэтому мы говорим своему подсознанию, что мы будем чувствовать, отталкиваясь от того, какое ощущение вы испытываете, если убрать из вас лишние эмоции. Дальше мы заполняем свои желания
простыми какими-то элементами. Одним словом, мы заземляем свое желание повседневностью, тем самым вплетая это все, ваше желание или желания, в картину вашего мира, в вашу повседневность, в ваши обычные привычки. И дальше мы начинаем здесь и сейчас жить в стратегиях вас из будущего, так, как будто бы ваше желание для вас уже реализовалось. И мы в этом времени делаем и совершаем выборы, и делаем какие-то действия, так, как если бы вы были на 100% уверены, что ваше желание сбудется, потому что вы уже там побывали. Окей, друзья, на этом буду заканчивать подкаст. Если он был для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где есть чат для единомышленников. Можете подписаться на него и там общаться с другими ребятами, которые обсуждают разного рода подобные темы, которые я затрагиваю на своем канале. Я с вами прощаюсь, желаю вам всего хорошего. С вами была Лира. Всем пока-пока.